Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена. И сегодня мы поговорим, дни у нас такие, сейчас идут очень сильные, мы сегодня поговорим с вашим загаданным человеком. Каждый загадывает, кого он желает. Поговорим с его душой. Сейчас такое время, когда очень можно все посмотреть, а дальше идет коридор затмений, очень важные дни в году, которые могут изменить полностью вашу жизнь на последующие 14-15 лет. А сегодня мы будем смотреть разговор с вашим загаданным человеком. Большое спасибо вам за ваши донаты. Когда я делаю ритуалы, не забывайте об энергообмене. И когда вы просто желаете сделать энергообмен, помните, все взаимосвязано. Не будет обмена, силы заберут то, чего нам жальче всего. И мне тоже, я тоже иногда забываю. Мы так живем, нас так приучили. На халяву-то уксус всегда слаще. И вот сейчас мы будем смотреть. Сначала мы посмотрим на него вот так вот на картах, а свеча горит, воск плавится, и мы потом посмотрим еще на отливки, разговор с его душой. Давайте посмотрим, где он, какой он у нас, где он. Сначала мы его найдем. Не хочет он разговаривать с нами, не хочет искаться, где он. Ищем его. Загадывайте, слышите мой голос. Мой голос успокаивает, он вас излечивает, у вас спокойное настроение, вы улыбаетесь вместе с Вивьеной. Наш молодой человек затерялся, и знаете, я вообще его не нашла. А вот он. У нас тут чего-то карты не хватает. Или я так выкладывала. Вот он, наш молодой человек. Наш молодой человек. Знаете, у него в тайне какие-то документы, какие-то письмена, документы, и он это держит в тайне. Также у него может быть, что на него что-то наложили, заговорчики-маговорчики, и человек отвернулся от этого, то есть это как бы в тайне от него. Но тут больше идет такое, что человек отворачивается от каких-то документов и хочет сделать это тайно. Это болит у него, душа болит об этих каких-то бумагах. Давайте посмотрим сначала так. Разговор с его душой. Мы ж его нашли, а его взяла и вытащила опять. Он, знаете, что-то не очень-то желает с нами говорить, потому что когда вы начинаете на кого-то смотреть, предсказывать, вы любите слово «гадать», гадать не очень хорошего слова выходит там, то этот человек тоже чувствует. Это всегда так. Ну, теперь посмотрим, что у него на душе. Да, он не знает, как поступить. У него сейчас то ли туда, то ли сюда. Нужно отрезать прошлое или даже отрезать чего-то настоящее. И у него идет это все в тайне. Понимаете, человек сейчас какой-то... Может быть, он и выпивает вот сейчас в этот момент. Может быть, он в какой-нибудь коме лежит, потому что здесь идет ступор какой-то. Вот ступор. Что у него? Он думает... Знаете, он думает о материальных благах, деньгах. У него сейчас о деньгах. И знаете, с одной стороны деньги, материальные средства, а с другой стороны так ему хочется полететь. Там, где тепло, там, где яблоки, где аисты, где пахнет домашними пирожками и мамой. Вот что-то ему такое хочется очень домашнее. Что у него на душе? А показывает он себя, очень хочет куда-то, вот куда-то он хочет или уехать, или переместиться. Показывает он себя, что он такой сильный, а на самом деле дунь как на одуванчик. А это одуванчик, это очень удивительный цветок, цветок желаний. Дунь как на одуванчик, и все полетит. Но у него есть надежда. Знаете, вот что-то у него так в душе тяжело, и в душе про любовь тут даже не вышло. Никакой особой любви, ничего нету. Есть какие-то его мытарства, его мучения. Знаете, ему хочется окунуться в детство.
где тепло, где обнимут, где семья и где мама. Вот у него сейчас такое. Если это вам подходит, то, пожалуйста, мы смотрим дальше. Я посмотрела, что у него ближнее. И мы сейчас смотрим разговор с его душой. А он тут не о любви что-то говорит. Он говорит о боли о своей. Ну, душа ж его болит. И душа болит. Понимаете, как будто вот он к этим бумагам, к этим еще... Он не имеет как бы никакого отношения. То есть имеет, там его, может, фамилия написана. Но он вообще к этому не причастен, ему это не надо. Давайте посмотрим, о чем душа его расскажет. Она рассказывает о том, что он хочет спрятаться где-то от людей, хочет спрятаться там, где его не заметят. Например, ну, образно говорю, переодеться в женские платья, и тогда его не увидят там, где все женщины. Он хочет куда-то спрятаться, но он прекрасно понимает, что его в любой момент могут все равно найти. Времена такие, что как бы ты ни прятался, тебя везде, ну, по тому же телефону, тебя везде разыщут и найдут. Что говорит его душа? Его душа говорит, что он не хочет ни на какие поединки, ни на мирные, ни на мирные, ни на боевые, никакие. Он не хочет никаких поединков, он хочет мира, он хочет со всеми какого-то неконфликтности. То есть тут человек не хочу конфликтов и не хочу даже никаких соперников, просто хочу спокойствия. Вот его душа говорит, я хочу покоя. А покой-то только снился. А здесь уже ящик Пандоры перед ним уже открылся. Посмотрите в интернете, кто не знает, только некоторые спрашивают, откройте Google и спросите, прям, ящик Пандоры. И вам расскажут мифы Древней Греции, что такое ящик Пандоры открывается. Это когда открывается этот ящик, и оттуда все горести, злосчастья начинают вылетать. А тут еще две какие-то кукушки. О чем болит душа? Душа его болит о какой-то женщине. Потому что с этой женщиной он внутренне как вместе. Его душа болит действительно о каких-то денежных, материальных средствах. Кому-то он должен, может быть, вам должен, кому-то он должен. У кого-то хочет попросить, и душа его болит. Его душа болит еще о женщине, которая сейчас с ним не очень близко. Может быть, не душевно, но у многих получится, что далеко, не близко, далеко, именно на расстоянии. А у кого-то будет чисто моральное, далеко, далече. Здесь действительно человек как будто выполняет какие-то вещи, которые он не хочет. Ну, например, человек попал в такие вот, как называется, зоны, например, еще что-то. То есть как будто человек там, где он не желает находиться, но его заставляют. И он выполняет это как маленький ребенок, который не понимает, почему ему надо требовать выполнять это. А душа его болит. А вот здесь вот душа выплывает. Туда дальше начали копать. Он очень хотел бы поговорить с Богом. Вот поговорить с Богом и спросить, Бог, где ты? Ну, где ты затерялся? Я вот очень хочу поговорить. Поговори со мной, с таким вот обычным человеком. Как мне быть? Что мне делать? Хочет он поговорить с женщиной с какой-то. Вот действительно очень хочет. Возможно, это его мама или кто-то, что это женщина старше его. Или мудрее его, такая мудрая. А в душе у него такое, что, ну все, то есть... Или сам сожрешь кого-то, как крокодайл, или тебя сожрут, как крокодайла. И песни тут петь бесполезно. Тут или пан, или пропал. Это душа его болит. И опять вышли вот эти. Здесь идет на человеке какое-то воздействие очень серьезное вне от него, очень злое. Это может быть и колдовское воздействие, а может быть и не колдовское, а просто... Вихри враждебные буют над нами, веют над нами. Вот над ним точно так же. Вихри враждебные везде веют. Вот хочет он этого или не хочет. Везде идет какая-то вражда, вранье. Сыпятся какие-то на него не очень хорошие вещи, несчастье. И знаете, что у него в душе? Ему очень нужна помощь, и помощь или советников, или людей, которые... разговаривают с высшими силами, или
такие, как ведущие. То есть, и он у кого-то спрашивает, к кому можно сходить. У человека, как, прям, знаете, как рана болит. Может быть, рана натуральная, рана болит, а у кого-то болит рана душевная. Вот у этого человека в его душе, да, потому что его кто-то предал. И ему пришлось этого предателя убрать со своего пути. И это ему почему-то больно. Ну, тут вообще такое, что он его, убрал со своего пути. Теперь у него душа болит о том, как начать сначала, как поплыть в новые берега, в новые страны, в новые расстояния, в новые деревни и вёсы, поменять место расположения, построить себе огромную лодку или корабль, это образно, на котором поехать в новые времена. Тут человек желает жить по-другому. Он очень хочет начать все сначала. У человека идет, что он хотел бы с какой-то женщиной объясниться. Здесь идет именно чувство с одним другом. Он хотел бы объясниться, отдать другу какой-то долг материальный или моральный и объясниться с женщиной. У него это идет в задачах, что новая жизнь должна начаться. Он должен с ней объясниться, и что она скажет, так и будет дальше. А что он хочет ей сказать? А хочет он ей сказать: на Бога надейся, но сам не плашай. Хочет он ей сказать, что я подарю тебе всю вселенную, потому что эту женщину, это, возможно, вы сами смотрите, потому что эту женщину он действительно в душе любит. И тут могут быть расстояния, тут могут быть какие-то недопонимания, но в душе этот человек, вы его лучшее, что может быть, золотое руно. Я подарю тебе всю вселенную и все звезды. Я подарю тебе все алмазы и все золотые слитки, которые есть на этой земле, потому что ты для меня самая любимая и самая дорогая. Это он произносит сам себе, и чаще всего, возможно, во сне или когда не очень адекватен или в бреду. Вот какая женщина, которую он хочет сказать, и вот душа болит. Но здесь у него очень много врагов. Да, и эту женщину бы он схватил в охапку, сказал бы об этом своему семейству, схватил бы в охапку и уехал бы с ней, полетел бы с ней. И начал бы все сначала. Вот тут душа вот так болит. Я всегда говорю вам, пишите, принимайте, принимаю, приобретаю, все в наших руках. Не надо, ой, это не положено, это неудобно. Неудобно, извините меня, шарик одеть на голову. А вот все, что остальное зависимо от людей, это все удобно и надо. А теперь у нас воск наплавился, и мы сейчас посмотрим на воске. И сейчас мы посмотрим с вами разговор с его душой именно на воске. На воске сердечко плавилось, и нам сейчас его душу покажет, что у него на душе. Что у него на душе? В душе сердце болит. Вот прям сердце. Оп. Сердце у него болит. Видите, как? Сердце болит. Вышло прям сердце, его видно. Сердце перевернуто прям вот той стороной туда вот вниз. Оно должно быть вот этой стороной вниз, а оно здесь вниз. Сердце у него плачет, действительно разбитое сердце. Сердце плачет от боли. Что у него еще идет разговор с его душой? Смотрим. У него есть 4 направления. Есть какая-то курица, прям, вот видите, лапа куриная, которая мешает ему жить, которая царапает все время его сердце. У курицы есть какая-то женщина, с которой она советуется, злобная. Что у него на душе? На душе у этого человека ему хочется начать. Вот видите, опять идет. Я хочу начать сначала, чтобы все мои артерии пускали кровь, чтобы мой организм, все было в порядке, не просто на виду, а на самом деле. И на душе у него еще стоит
Знаете, почему-то вышел маг. Вот прям вот так вот смотреть, чисто вышел маг. Маг – это всегда удовлетворение, радость, исполнение желаний. Человек действительно желает куда-то поехать или приобрести, или у него есть жилище, или приобрести жилище, и это он думает прям по сердцу. Одна комната какая-то вот большая, как зала, другие поменьше. Жилище какое-то свое или в аренду. В аренду это тоже как свое. И здесь, да, у человека в его душе стоит обретение союз с кем-то. Вот прям тоже вот так вот сердце и обретение союз с кем-то. Можете придвинуться, поблизиться. Но около него почему-то елки, вот какие-то иголки. Вот что этот человек у него в душе. Вот то, что мы посмотрели на воске. Перевернем. Перевернем здесь тоже сердце. И на сердце действительно как опухоль, как боль. Это именно говорит о том, что на человека есть какое-то негативное воздействие. Пишите: принимаю, приобретаю радости и счастья всем желаю. А теперь мы посмотрим итог. Итог для вас. Вот вы посмотрели про его душу. Что вам надо из этого? Итог какой? Вам нужно это все осознать. И если вы хотите приблизиться с этим человеком, то каким-то образом нужно упомянуть о себе. И знаете, что вы с добром, с радостью. Карта беспорочность, то есть чистота, с чистотой. И что это тогда вам даст? А тогда вы тоже пересмотрите какие-то правила своей жизни, и начнет сияние и радость. Наступление, радость. Радость и наступление. Всем благ, радости и счастья. Принимаю, приобретаю. Радости и счастья всем желаю. Смотрите видео на других каналах у Вивьены, на ТикТоке. Я вас приглашаю в Телеграм. Ссылки все в описании.